Хотите заработать на криптовалюте в 2024 году, но не знаете, с чего начать? Не беда. Я подготовил для вас инструкцию, которая поможет вам влиться в этот захватывающий рынок. В этом видео я расскажу вам невероятные факты о криптовалюте и как на ней зарабатывать. Эти способы имеют свои преимущества, недостатки и риски. И выбор зависит от ваших предпочтений и опыта. Мы начинаем. Сегодня криптовалюта ассоциируется с новой нефтью, виртуальным Эльдорадо и деньгами будущего. Многие люди за последние годы обогатились на цифровых монетах, и это вполне понятно, что новички тоже хотят получить свою долю. Но есть волна вопросов: с чего начать, какие способы заработка существуют, какие риски и еще много других. Я постараюсь ответить на многие из них в этом видео. Криптовалюта – это виртуальные цифровые деньги, которые создаются вычислительной машиной на основе программного кода. Они представляют собой валютные системы со своими монетами и защищены криптографией. В принципе криптовалюты лежит блокчейн – гигантское хранилище информации с идентификаторами и контрольными суммами. Это новый подход, основанный на дифференциации и общем контроле. Проще говоря, блокчейн – это как регистр расходов, к которому имеет доступ только отправляющая сторона и адреса, а остальные могут только следить за финансовыми транзакциями. Важно отметить, что большинство криптовалют не подкреплены реальными активами, а получают ценность только за счет доверия их держателей. Так что если вы хотите начать зарабатывать на криптовалюте в 2024 году, ознакомьтесь с различными способами, изучите их преимущества и риски, выберите наиболее подходящий для вас и действуйте. Это захватывающее путешествие в мир цифровых финансов, и с правильным подходом вы сможете добиться успеха. Существует несколько способов заработка на криптовалюте в 2024 году. И вначале я хочу вас познакомить с майнингом. Майнинг криптовалюты является процессом создания новых блоков путем вычислений мощностями компьютера. На ранних этапах развития криптовалюты достаточно было обычного домашнего ПК. Однако с течением времени стало все труднее доставать новые блоки. Для проведения вычислений требуется значительное количество оборудования, поэтому сейчас майнеры создают помещения с множеством видеокарт, так как они способны более эффективно производить вычисления. Эти пространства принято называть фермами. Для начала майнинга необходимо смонтировать ферму или купить готовую, наметить криптовалюту для добычи и активировать программу для майнинга. К сильным сторонам данного вида заработка можно отнести низкие риски, потому что добываются монеты, которые уже имеют свою цену. А вот к минусам – значительный порог входа в бизнес, а конкретно из-за недешевого оборудования и затрат на электричество. Следующее, с чем мне хотелось бы вас познакомить, это облачный майнинг. Он является пассивным способом добычи криптовалюты. Цены на оборудование для майнинга сейчас очень высокие, и нехватка обладающих большой мощностью видеокарт наблюдается на рынке из-за спроса со стороны майнеров. Но все же есть такие счастливчики, которым удается купить эти видеокарты, и они добывают крипту. Майнинговым фермам необходимы средства на развитие и оплату электричества, поэтому они осуществляют инвестиции от других лиц. Взамен инвесторы получают долю от добытых монет. Плюсом этого вида считается возможность оплаты майнинга криптовалютой или обычными деньгами. Также отсутствие необходимости в создании и обслуживании фермы, так как за это отвечают другие пользователи. Безусловно, есть, конечно же, минусы, так как на рынке есть недобросовестные проекты, на которых майнеры имеют возможность скрывать реальные данные о добыче криптовалюты за ваши деньги. Теперь поговорим о таком виде, как криптотрейдинг. Это игра на изменение цены криптовалюты с целью получить прибыль. Рынок криптовалют отличается большой волатильностью, что означает частое изменение цены. Для обычных людей это может быть негативно, но для инвесторов это дает возможность заработать 100% или даже 1000% при правильном трейдинге. Для начала трейдинга нужно зарегистрироваться на одной из крупных криптобирж. Плюсы – высокие доходы, возможность торговать в любое время. Минусы – большие риски, необходимость постоянного обучения и анализа рынка. Теперь окунемся в следующий вид – холдинг. Он подразумевает долгосрочное инвестирование в криптовалюту. Стратегия заключается в том, чтобы купить криптовалюту и забыть о ней на долгое время, например, на месяцы или даже годы. Позднее можно продать монеты, которые значительно выросли в цене. Для начала холдинга нужно купить криптовалюту и хранить ее на своем кошельке. Положительной стороной этого заработка будет отсутствие постоянной потребности мониторинга курсов и перспектива пассивного инвестирования.
вложения, а отрицательной стороной – доходность и риски, так как цена монеты может как значительно вырасти, так и остаться неизменной. Теперь я ознакомлю вас с NFT-аукционами. Там происходит торговля невзаимозаменяемыми токенами, которые являются уникальными произведениями и не могут быть заменены или изменены. С использованием технологии NFT можно успешно реализовать почти любой виртуальный объект, будь то изображение, музыка, тексты или 3D-модели. Однако чаще всего наибольший интерес вызывает именно цифровое искусство или оцифрованные произведения. В качестве примера стоит отметить событие, произошедшее 11 марта 2021 года, когда JPEG-файл, объединяющий в себе 5000 картин художника Beeple, был продан на аукционе за $69,3 миллиона. Этот коллаж, названный Everyday the First 5000 Days, включает в себя все работы Beeple за последние 13 лет. В общем, NFT-работы стали особенно ценными, так как все знают их хозяина, и эту информацию нельзя удалить или исправить. Например, рисунок, нарисованный специалистом по моушн-графике, можно продать как NFT. Механизм аукциона NFT сложнее, чем классическая торговля, и включает различные алгоритмы покупки. Для начала участия в NFT-аукционах необходима регистрация на платформе NFT. Теперь о плюсах этих торгов. На них есть шанс неплохо заработать в этой области. Также необходимо отметить большой спрос на NFT. А к минусам аукциона надо отнести высокие риски и неизбежность ожидания покупателя, который готов заплатить больше. Не останавливаемся и пробуем заработать на криптолотерее. Что я хочу рассказать о них? Криптолотереи – это форма лотерейных розыгрышей, которая базируется на высокотехнологичной разработке блокчейна, обеспечивающей непредсказуемость, справедливость и прозрачность. Этот вид развлечений требует от участников готовности пойти на риск и умения выбирать надежные платформы. Это отличный выбор для тех, кто желает проверить свою удачу и ощутить азарт. Да, в них можно выиграть криптовалюту. Да, билеты на такие лотереи обычно дешевые, но непрозрачность рынка делает их не совсем надежными. Некоторые провайдеры лотерей выплачивают призы, однако вероятность победы очень низкая. Из плюсов это доступные цены на билеты, а минусы – это возможность нарваться на мошенников и маленькая вероятность получения выигрыша. Теперь я расскажу о созидании, а именно о разработке собственной криптовалюты. Перед тем, как приступить к работе с собственной криптовалютой, необходимо принять решение – выпускать монеты или выбрать токены. Последние основаны на блокчейн-технологии готовой криптовалюты и поэтому могут быть запущены быстрее, ввиду того, что их код открыт. Для изготовления монеты требуется знание программирования и изготовления кода. С чего же тогда начать? Важно изучить все теоретические знания по криптовалютам, проработать замысел собственного токена или монеты, разработать стратегию его продвижения на рынке. Из положительного, при использовании этого метода можно всегда повторить фурор биткоина или других альтернативных криптовалют, входящих в лидеры по капитализации. Отрицательным будет то, что шансы на успех новой криптовалюты невелики. Для реализации этого проекта необходимо объединить значительную команду, включая не только разработчиков, но и специалистов-маркетологов, а также юристов. Я продолжаю знакомить вас со способами заработка на крипторынке. Стейкинг – это противоположность майнингу в добыче криптовалюты. Способ заключается в следующем. Стейкеры блокируют криптовалюты на своем счете, подобно банковскому вкладу. Этот процесс доступен только для монет с определенным алгоритмом, который может использоваться в стейкинге. Блокировка монет в кошельке содействует в разработке новых блоков и выполняет переводы быстрее, чем у других игроков рынка. Стейкеры получают вознаграждение за это. Чтобы начать, необходимо приобрести монеты и задержать их в кошельке с использованием определенного депозитного смарт-контракта. Положительные факторы заработка. Для стейкинга не требуется инвестировать в дорогостоящее оснащение. Достаточно просто купить монеты и поместить их на надежный кошелек, а затем просто ждать. А отрицательные моменты – это когда и в банковском депозите волатильность курсов может привести к обесцениванию монет и потере инвестиций. Теперь я прошу вас ознакомиться еще с одним новым термином и способом заработка. Лендинг представляет собой возможность предоставления заемных средств криптоплощадкам или частным лицам. В некотором роде это современный вид ростовщичества. Как начать? Необходимо выбрать надежного партнера и заключить с ним контракт. Например, на самой крупной криптовалютной площадке Binance имеются два варианта предложения для инвесторов. Первое – это бессрочный депозит. Он отличается низкой процентной ставкой, при
этом возможность вывода или пополнения средств в таком депозите имеется в любой момент. Ну или другой вариант – фиксированный депозит. Обычно он устанавливается на определенный период времени. Процентная ставка в данном случае выше, но для средств, заключенных в такой депозит, нельзя осуществить вывод до окончания его действия. Лендинг позволяет получать пассивный доход, который часто превышает проценты, предлагаемые банками. Но существует риск мошенничества, особенно при сотрудничестве с новыми биржами или частными заемщиками. И это далеко не все в моем видео о криптовалюте. Следующий термин в криптозаработке – это криптофонд. Они представляют интерес тем, кто оценивает возможности криптовалют, но не желает или не имеет возможности возиться с торговлей и другими вложениями. В данном случае вы доверяете свои деньги фонду, который рассматривает ликвидные активы, покупая и продавая их, а потом делит полученную прибыль с инвестором. Само собой, получая за это свой процент. У криптофондов может быть разная стратегия в инвестиции, относящаяся к рассчитанным или высокорисковым операциям. Чтобы начать, необходимо выбрать один или несколько фондов и оформить с ними договор на координирование вашими активами. Вы будете в плюсе, если доверите свои активы сильным управляющим. Тогда есть шанс получить прибыль. Но существует риск мошенничества, так как некоторые фонды занимаются только высокорисковыми инвестициями. Я продолжаю погружать вас в мир цифровых денег. Initial Coin Offering, сокращенно ICO, это процесс, при котором команда делает свои монеты или токены, выводит их на рынок и привлекает инвесторов для финансирования проекта. Каждая компания и финансовый партнер надеется, что новинка будет успешной и ее активы можно будет прибыльно продать в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Для начала необходимо найти проект на одной из платформ или бирж, после чего сделать туда инвестиции. Получить доход можно, если вложить средства в успешный стартап и продать активы с прибылью. Но существует риск, что ICO-компания может изменить правила выплаты прибыли, закрыться или не найти ликвидность на рынке. Я надеюсь, вам интересно и вы не устали. Вот вам еще один вариант, где можно потратить и заработать в интернете. Ретро-дроп – это механизм, предлагающий вознаграждение самым первым пользователям продукта. Чтобы получить ретро-дроп, необходимо использовать функции платформы, такие как свап, добавление ликвидности, стейкинг и другие. В зависимости от ваших действий, проект может начислить вам реварды, которые обычно представляют собой токены платформы или NFT. Однако стоит помнить, что некоторые проекты не предусматривают вознаграждение, а другие могут предложить слишком низкие. Поэтому перед использованием необходимо ознакомиться с проектом и его инвестициями, чтобы не потерять деньги зря. Плюсы ретро-дропов: во-первых, шанс заработать криптовалюту и разместить ее в кошельке. Также есть возможность получить бонусы, если вы оказываете помощь в развитии платформы. А еще есть вариант получить токены проекта для NFT. Минусы же ретро-дропов – это нужно всегда помнить, что не все проекты предлагают награждение первых пользователей, и вы можете просто потратить криптовалюту на комиссии за переводы. Не забыть, что для получения прибыли необходимо использовать все функции платформы, что может быть достаточно сложно для новичков. Ну и конец, есть проекты, которые предлагают слишком маленькие награды, поэтому заработок может быть небольшим. А еще есть амбассадорские программы. Это маркетинговые проекты в криптовалюте. Их задача направлена на привлечение новых пользователей и вкладчиков к определенной разработке или криптовалюте. Амбассадоры участвуют в таких программах. Их задача – привлекать новых пользователей. Они организуют мероприятия, публикуют материалы и работают с людьми в социальных сетях. Чтобы получить прибыль за участие в амбассадорской программе, необходимо иметь хотя бы начальные знания и опыт в области криптовалюты. Еще необходимо умение общаться с другими людьми и возможности организовывать мероприятия. От программы и компании зависит, что амбассадоры могут получать в качестве вознаграждения за свою работу. Некоторые такие программы имеют строгие требования и правила для кандидатов. Вам важно внимательно изучить предложения различных проектов для сравнивания, а потом уже выбрать наиболее подходящую программу. Вновь о плюсах и минусах этих программ. Заработать финансы или криптовалюту, продвигая заманчивый и новый проект, можно отнести к плюсам. К ним тоже отнесем вероятность стать частью продвижения проекта и иметь влияние на его развитие. Ну и не забываем о возможности получить деньги без огромных инвестиций или опыта в продажах. А минусы амбассадорских программ: нужно иметь познание о криптовалюте и блокчейн-технологиях, а еще надо вложить время и усилия в проект, а вот доход за ваши вложения, в общем-то, не гарантирован.
Ну а завершаю свой обзор я таким термином, как нода. Это компьютер, подключенный к сети и используемый, например, для валидации транзакций и добавления их в блокчейн. Операторы нод могут зарабатывать деньги на транзакционных комиссиях и предоставлении места для хранения информации. Однако установка и настройка ноды могут быть сложными и требовать технических знаний в зависимости от сложности сети. Какие могут быть выгоды от ноды? Можно извлекать прибыль с транзакционных комиссий и других вознаграждений, стабильности сети и ее развития, вкладывать средства в проекты, в которые вы верите. Какие могут быть потери от ноды? К оборудованию и инфраструктуре могут быть дорогостоящие и высокие требования, потребность постоянного обновления и обслуживания ноды. Если сеть или проект не развивается или имеет низкую активность, есть риск низкой или отсутствующей доходности. Подведем итог. Криптовалюта – это растущий рынок с огромными возможностями для заработка, который развивается с невероятной скоростью. Чтобы достичь успеха, важно выбрать подходящий метод в соответствии с вашими потребностями и ожиданиями. Будьте внимательны к изменениям на рынке и принимайте информированные решения. Только так ваш доход от инвестиций в криптовалюту будет максимальным. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!